Да, вот есть такие сомнения, у кого нет опыта, да? На самом деле влияет пища на сознание человека. Не надо сомневаться в этом. Вообще даже ни тени сомнений в этом быть не может. Посмотрите, как кормят собак. Чтобы сделать злую сторожевую собаку, ее нужно кормить сырым мясом, это известно. И эта пища делает ее свирепым зверем просто. И если вы эту же собаку будете кормить освященной пищей, вы увидите, какие будут колоссальные перемены. Мы видели это множество раз. Безотказно. Также это касается и человека. Человек ест определенную пищу, у него вырабатывается определенный характер. Что такое характер? Ну вот языком, опять же, Бхагавад-гиты, послушайте, какая точка зрения там. Если вы усвоите как бы вот этот угол зрения, вы можете многое в жизни понять и оценить правильно, безошибочно. Так что сейчас поделюсь секретом. Все, что мы принимаем внутрь, слушаем, вдыхаем, видим, пробуем как пищу внутрь себя, мы принимаем через органы восприятия, проводят вместе с этими как бы объектами гуны, модусы. Вот это сейчас современная наука не знает. Они понять. Они могут сказать о килокалориях, а о качестве пищи, о модусе не знают. То есть модус — это определенное качество, которое входит в вас. Становитесь странным, невежественным, каким-то безумным существом. Несете всякую чушь, или лезете целоваться с кем-то, или драться тут же по чуть что лезете. Что с человеком происходит? Модус меняется. Вот вы приняли определенный модус. Можно рассмотреть водку как килокалория, можно рассмотреть как модус. И вот с точки зрения модуса это делать не надо. Потому что в водке находили много полезных качеств, поэтому люди пили ее, что она защищает от простуды, что она дает килокалории. Алкоголик не умирает с голоду, потому что водка калорийная. Это правда, да. Но вот этот модус опьянения все же говорит нам, что этот продукт разрушает сознание человека постепенно, как и все наркотики и прочее. Мясо относится тоже к модусу определенному. Это модус невежества. То есть смотрите, что человек предназначен для познания тонких вещей. Это его природа, это не животное. У него есть тонкий разум, и мясо именно разрушает тонкие ткани мозга. Вот способность тонко понимать, тонко различать. Например, человек должен различать, где вот похоть, а где любовь. Если вы это не различаете, ваша семейная жизнь будет очень сложно строиться и, скорее всего, неудачно. Почему? Вы не различаете. Вы путаете похоть с любовью, вы ходите замуж или женитесь, а потом вы страдаете всю жизнь. Потому что любви-то и не было, оказывается. Было вот просто сексуальное привлечение. А почему люди сейчас так много заблуждений? Потому что пища не отрегулирована. И 5 вещей мы говорили, да, это мы позже об этом поговорим. Если 5 вещей отрегулируете, сможете хорошо ориентироваться в жизни и быть счастливым человеком. Защищенным от модуса невежества и страсти. А модус благости — это просветляющая функция. Вот вегетарианство нужно для того, чтобы встать на путь просветления сознания. Это не самоцель. Вегетарианство, например, слон-вегетарианец тоже, но слон остается слоном. Голубь-вегетарианец, но это птица остается птицей. Вот. Это предварительная только ступень к следующему шагу, более высокому уровню. Вот в Бхагавата-пуране есть такой стих, сейчас я его вспомнил по вопросу. Что думает эгоистичный человек? Как он понимает себя и других? Он думает «я», а остальные — это «они». Он не понимает, что каждый является вот этим самым «я», как он себя понимает. То есть поступай с другими так, как если бы ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Вот это экологичное общение. То есть нужно достаточно иметь вот этой чуткости, внимания. И мы видим, что лошади поддаются дрессировке, слоны поддаются дрессировке. Более того, быки поддаются дрессировке. Это все вегетарианцы. Они любят работать, отдавать. То есть у них есть сила, и им нужно эту силу как-то занять, они их занимают. А, скажем, тигры, они тоже сильные львы, но они не работают. Это сила другого модуса. Сила применяется только в агрессии. Когда нужна агрессия, они применяют силу. А вегетарианцы, они в творчестве это применяют. Бык понимает 6 команд человеческих, можно научить. 6 команд. Налево, направо, назад, там что-то еще, стой,
вперед. То 6 команд он различает по звуку, с ним так вот разговаривает, он выполняет их по звуку. Слон выполняет до 22 команд. Практически уже есть примитивная речь с ним, общаться можно с ним. Слоны выполняют работу коллективную вместе, то есть они могут коллективно, можно им объяснить, слонам можно объяснить, как вместе поднять какой-то груз и переставить его в другое место. Они вместе это могут сделать слаженно. Оказывается, вот я узнал об этом. Слон, оказывается, очень разумен. Они все вегетарианцы. Вот. Конечно, собака тоже, она послушная, она выполняет команды, она может быть не вегетарианка, она слушает только хозяина. И обычно их на команды фас ориентируют, сторожить, именно вот на кого настроено? На какого-то чужого человека, которого нужно укусить, если он поддает близко, да? Это собака мясоед. А когда собака вегетарианка, она уже в этой роли не очень хороша. Поэтому собака ценится именно, вот эта злая собака нужна людям. Ее кормят мясом поэтому.